Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Будет ли у вас новая жена? Какая ваша будущая жена будет? Давайте-ка посмотрим. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, в какой ситуации сейчас вы находитесь. Ну вот очень четко видно, что вы еще не забыли прошлое. Вот вы живете прошлым, знаете, вот есть люди, которые живут будущим, как-то надеются на что-то, верят, да, вот мечты какие-то, цели ставят и четко идут к этой цели и достигают ее. Вы же почему-то вот нацелены на прошлое. Вы не можете забыть свою женщину, с которой вам было хорошо. Женщину, от которой у вас либо же есть дети, либо же вы хотели детей от этой женщины. Вам нужны были именно стабильные отношения. У кого-то эта семья проигрывается, это разрушение семьи. Вы такой товарищ довольно мечтательный. Вы себе можете такого намечтать, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вы очень работящий, вы нацелены на работу, вы добытчик. И в то же время у некоторых может проигрываться то ли вот хобби какое-то творческое, может быть, вы рисуете, там лепите, еще что-то, либо же вы это умеете очень хорошо делать, может быть, по работе даже вы этим занимаетесь, да. Но вот как-то вы живете все равно прошлым, вы не нацелены на будущее. Посмотрим, что же еще у вас. А у вас, знаете, все равно начинается новый жизненный этап, новая страница. Вот несмотря на то, что прошлое вас очень сильно и крепко держит, вот все равно у вас появится другая женщина. Причем эту женщину вы почувствуете именно интуитивно. У вас довольно сильно развита интуиция. Замечали вы это или нет, но это факт. Вы очень разбираетесь в людях. Вы чувствуете даже, может быть, энергетику, да, вот с кем-то вам приятно общаться, с кем-то не очень, вот даже энергетически, да. Когда вы, может быть, первый раз встречаете человека, вот с одними вам приятно почему-то общаться, с другими же нет. Знаете, вы довольно такой мужчина. Вот, может быть, это, конечно, и последнее время после ваших проблем с женщиной случилось. Вы, может быть, стали более такой сдержанный, что ли, вот именно в эмоциях. Раньше вот почему-то вот такое ощущение, что вы, может быть, были добрее, наивнее, может быть, даже более щедрой вы были. Сейчас вот ваша ситуация, женщина и разрушительная, она вас закалила. Она сделала вас больше каким-то вот подозрительным, неприступным таким. Вы, наверное, уже, может быть, даже и не сможете вот так показывать все ваши эмоции, чувства. Вот. Но это разве что вы очень сильно влюбитесь, и то это пройдет какое-то время. Вы знаете, вот как зимняя вишня сейчас замороженный, вот холодный, вот как-то, знаете, вот именно холодом веет почему-то. Вот вы настолько заморозили это все, вот как будто, знаете, в душе как будто выжженное поле, вот как умерли все чувства, да, вот в душе как будто пустота. Но раньше вы таким не были. Вот именно сейчас, вот может быть, последнее время, там, либо же вот это началось вот с вашего разрыва, да, может быть, даже более вспыльчивый характер стал у вас, да, более агрессивный, потому что, ну, я думаю, нервная система у вас подорвана очень нехорошо. Очень у вас подорвана. Вы, может быть, плохо спите даже. Знаете, вам это было таким жизненным уроком, ваше расставание. Я думаю, много чего вы извлекли. Много это вас и научило, и закалило. И вы теперь вот как-то закрылись. Вот вы закрылись от любви, от женщин, как-то от настоящих чувств, да, хоть вам и хочется, да, вот вы мечтаете на уровне мысли, может быть, вам хочется вот жену новую, детей, но пока вы вот, знаете, как будто заблокировали свои эмоции. Так, что же будет дальше у вас в личной жизни? Давайте-ка посмотрим.
у вас, знаете, у вас будет выбор из двух женщин. Смотрите. Но это немного туда, дальше, наверное, будет. Не прям так сразу. Чуть пройдет времени. Очень резко появятся в вашей жизни две женщины. Одна женщина, значит, описываю первую женщину. Такая же, в общем-то, королева мечей у нас выпала. Дамочка сдержанная, более холодная такая, умная, рассудительная. У нее очень хорошо развита логика, логический ум. Женщина, которая всегда знает, чего хочет, и, как правило, она добивается. Вот, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Вот такая вот дама. Женщина, которая даже если любит, она не будет сюсюкаться, да? Может быть, это не всем нравится, но такая немного холодного она психотипа. Дамочка воздушной стихии, то есть воздушных знаков зодиака может проигрываться. Вторая дама. Это дамочка, ну, она тоже, знаете, вот мне прям смешно. Ну, две такие дамы пришли к вам, конечно. Я не знаю, кого вы из них выберете. Может быть, третья появится. Вторая, ну, такой активный дракон в юбке. Она не злая, нет, но она настолько активная. У нее 10 дел сразу делается. Она ревнивая, она очень деятельная. Она любит, когда все вокруг нее вертится в том плане, что все вокруг должны работать, не должны сидеть без дела. Она такая женщина-зажигалка. Вот она и дома хочет, чтобы все постоянно были чем-то заняты, на работе, да, коллеги, вот почему вы сидите, да, давайте что-то делать, куда-то идти, бежать, отмечать. Ну, то есть люди постоянно должны что-то делать. Вот это человек действий стопроцентный. Может проигрываться огненного знака зодиака, да. Женщина, которая... Ну, вот это все-таки больше позитивное. Она мне больше, чем это нравится, вот, да, вот даже как-то энергетически. Женщина, может быть, даже она такая... Ну, они обе, в принципе, любящие животных могут быть. Но вот это все-таки она вот как-то позитивней. Это помягче вторая женщина. Женщина, ну, может, такая шатенка скорее быть, среднего роста, телосложения, да. Первая может, кстати, быть блондинка, либо же русая. Это потемнее вторая женщина. Ну вот они какие-то вот разные, и что-то в них, знаете, вот одинаковое. Это женщины более такие сильные духом. Они неплохие, нет. Просто вот первая, она более сдержанная, эмоциональная какая-то. Вот такие женщины, вот как королева мечей, да, такие женщины, они если любят, они показывают любовь действиями. Они просто не будут сюсюкаться, да, вот. Некоторые женщины, она там 100 раз придет, поцелует, там, засюсюкает, залюбит, как мамочка. Нет, это более такая вот же, ну, более сдержанная она. Она покажет, да, какой, заботой, какими-то поступками, но она не будет там облизывать и, я не знаю, там на задних лапках ходить и в рот заглядывать. Нет, она просто держит свои эмоции и чувства в себе. Вторая женщина, вот она помягче немного, но она такая вот, ну просто ветер, огонь, ураган, вот она постоянно куда-то мчит, летит, спешит, да. То есть из этих женщин у вас может быть выбор именно что касается вашей личной жизни, даже семейной жизни, потому что у нас выпала семейная карта, которая говорит нам о том, что именно из этих двух женщин вы, возможно, будете выбирать себе жену. Причем, как ни странно, да, вот вроде бы так я и писала, но вы не пугайтесь, они неплохие, да, я вот уже объяснила. Они просто активные, да, одна очень активная, вторая просто немного так в эмоциях сдержанная. Но это не значит, что они там в фурии гарпий. Вам придется выбирать кого-то из этих женщин, причем, знаете, вот они вас, ну, кто-то из них, да, вот они вас покорят, одна из них, вот покорит какими-то вот чувствами, которых раньше вот у вас не было, либо же вашей женщины бывшей не было. Может быть, у вас сейчас более спокойный образ жизни, да, вот,
а потом станет активной. Ну вот как-то что-то вас в них зацепит. Вот именно какая-то черта характера, которая, ну, просто покорит вас, да. И, ну, совершенно нечего пугаться этих женщин, они все разные. Мы, в общем-то, все люди разные. Вот у нас двойка кубков выпала, но любовь однозначно будет с кем-то из этих двух женщин. Еще и семейная карта выпала. Даже вот не хочется как-то и даже и смотреть дальше, потому что у нас выпала семейная карта. Это новое начинание, новый дом, да, возможно, у кого-то и дети даже будут, вот проигрываются, да. Женщины, которые, вот знаете, вот не всегда показывают свои чувства, они, может быть, даже, ну не то чтобы они лучше, но вот у них какая-то своя изюминка, наверное, есть. Вот они больше делом, да, доказывают и показывают свои чувства. Ведь можно на словах все что угодно сказать. Все равно нужно смотреть на поступки и мужчинам, и женщинам. Потому что настоящее отношение показывается именно по поступкам, да, потому как человек поможет тебе в трудную минуту. Потому как человек заботится, да, вот по таким каким-то, вроде бы и мелочь, да, ведь далеко не от каждой женщины можно услышать, да, вот, допустим, когда женщина звонит и спрашивает, как ты доехал, да, на работу, ты не замерз, да, ты покушал, не голоден ты. Ну, то есть это далеко не каждая женщина будет говорить, да. Вот. Эти женщины, в общем-то, из таких. Просто немножко у них так темперамент зашкаливает. Вот. Ну, давайте-ка еще посмотрим. Может быть, еще нам Таро расскажет, какое описание этих женщин. Ну да, ну активные. Вот они, знаете, вот они готовы с вами будут обе. Причем обе, это уже кого вы выберете, это уже ваше дело будет. Второй раз у нас выпала семейная карта. Вот они обе будут готовы все тяжести с вами нести. Вот абсолютно, знаете, вот когда рука об руку. И в то же время они готовы на все ради мужчины. Да, они что-то показывают, может быть, не так свои эмоции проявляют, но они готовы на все. Поддержка, опора, да. Они много чего умеют. Вот у нас снова выпадает беременная женщина, да, вот как бы может быть даже беременность, как я говорила, может у кого-то из вас даже дети еще будут. Не расстраивайтесь, это не страшно. Вот. Так что очень и очень неплохая у вас жена будет, если вы выберете кого-то из этих женщин. Так. Да, у нас карта любви. Карта любви, ну вот, да. Страхи, страхи. Вот страхи у вас идут по жизни. Вот все равно страхи, да. Страх отношений, страх вот перед женщинами именно какое-то недоверие, да. Но в итоге все равно вот просто у вас будет как искушение любви. Вот какая-то из этих женщин вас все-таки привлечет. И привлечет вот именно так, что вы будете готовы и в огонь, и в воду. Вот такой был расклад. У вас будет отличная новая жена. Да, вот она и умница, и красавица. Ну просто одна очень активная, вторая немножечко так более сдержанная. Так что не пугайтесь. Все будет хорошо, у вас будет потрясающая жена. А кого вы выберете, это уже совершенно другая история. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!